Дорогие друзья, приглашаю вас связать мой авторский проект крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Перед началом работы я бисер нанизываю на рабочую нить. Можно использовать пряжу любого цвета. Также видите, бисер можно разный использовать. И я вам покажу, как будет смотреться в одном и другом варианте наша красота. Присоединяйтесь, вяжется быстро, смотрится очень нарядно и красиво. Начинаем выполнение нашей тесьмы с одной воздушной петли. Далее я выполняю 2 воздушные, накид на крючок и ввожу крючок в первую воздушную. Выполняю 2 столбика с накидом незавершенные. Первый столбик с накидом и второй. Общая вершинка. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Ввожу крючок в воздушную и выполняю столбик без накида. Воздушную мы с вами потом подтянем. Далее я работу разворачиваю. И под мою арочку из 3 воздушных буду выполнять полустолбики с бисером. Мы с вами развернули работу и находимся на изнаночной стороне нашей работы. Бисеринки должны быть по лицевой стороне. Я подтягиваю бисеринку вот таким образом и накид делаю за бисеринкой. Ввожу крючок под арку и выполняю полустолбик вот таким образом. Моя бисеринка заработает, то есть в данном случае она находится на лицевой стороне. Вот видите. И таких полустолбиков я должна выполнить 4. Первый готов. Далее считаем. Второй. Третий. И 4. Выполнили. Мы с вами продолжаем нашу работу. Я ввожу крючок в вершинку. Вот общая вершинка у нас, видите, наших столбиков. Вот она хорошо видна. И выполняю столбик без накида. Далее воздушная. Накид на крючок. Ввожу крючок в вершинку и выполняю первый незавершенный столбик с накидом и второй. И общая вершинка. Обращаю ваше внимание, что вот этот сегментик, он выполняется один раз и повторяться нигде не будет. В дальнейшем у нас немножко будут видоизменения происходить. Далее у нас с вами мы будем выполнять арочки, которые будут уже повторяться. Я выполняю далее арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее, смотрите, я работу разворачиваю на лицевую сторону. Вот моя арка. И в дальнейшем точно так же мы будем ориентироваться от арочки. Я ввожу крючок в первый столбик, который у меня идет от арки. Помним, мы сделали 2 столбика с общей вершинкой. Вот первый столбик от арки, повторюсь. Выполняю столбик без накида. Далее работу разворачиваю. Я нахожусь на лицевой стороне, поэтому бисер я буду ввязывать таким образом, чтобы он был у меня перед работой, то есть на лицевой стороне. И буду под арку выполнять 6 полустолбиков. Накид на крючок с бисеринкой вот таким образом. Ввожу крючок под арку и выполняю первый полустолбик, второй, третий, 4, 5 и 6.
выполнили. Далее, опять же, я ищу общую вершинку, вот она. Ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Далее очень внимательно. Я выполняю еще одну арочку. Теперь из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять же в этом же сегментике, где мы с вами вот закреплялись, я ищу второй столбик, который идет рядом. Вот он. Видите? Вокруг него обхватываю и выполняю столбик без накида. Работу разворачиваю. И теперь под эту арку я выполняю 8 полустолбиков. Точно так же, как я выполняла ранее. Давайте таким образом мы разворачиваем с вами. Накид. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 полустолбик. Далее смотрите, вот наша предыдущая арочка. Помним, мы выполняли столбик без накида. Теперь смотрите, я в этот столбик без накида вот таким образом, захватившись 2 нити. В дальнейшем это все будет у нас повторяться. Я захватываю 2 нити и выполняю еще один столбик без накида. Выполнили. Далее накид на крючок и в эту же вершинку, помните, куда я провязывала первый столбик без накида, я выполняю 2 столбика с одним накидом с общей вершинкой. 1 и 2. И общая вершинка. Это те столбики, вот мы с вами делаем, да, с одним накидом, за которые потом у нас с вами крепятся наши арочки. И вот такая красота у нас с вами получается. Мы с вами продолжаем нашу работу. И далее, как и с этой стороны, будем выполнять 2 арочки. Первая арочка у нас из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И мы вот видим нашу арочку. Помним, первый столбик от арки. Я вокруг него ввожу крючок, вот прям вокруг столбика. И выполняю столбик без накида. Далее работу разворачиваем. И теперь очень внимательно смотрите, мы находимся на изнаночной стороне нашей работы. И будем ввязывать бисер таким образом, чтобы он находился за работой, то есть по лицевой стороне. Я подтягиваю бисеринку, накид на крючок за бисеринкой, ввожу крючок под арку и выполняю первый полустолбик. Вот таким образом. Далее подтягиваю вторую бисеринку и выполняю второй полустолбик. Напоминаю, что всего мы должны с вами выполнить 6 полустолбиков. 2 готово. Далее 3, 4, 5,
и 6 полустолбик. Повторюсь, мы находимся на изнаночной стороне. Видите, вот все наши бисеринки на лицевой стороне. Продолжаем нашу работу. Выполняем все точно так же, как выполняли ранее. Общая вершинка, помним. Я выполняю, как и ранее, сюда столбик без накида. Далее, опять же, выполняю арочку из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И я разворачиваю работу. Вот мы с вами в один столбик, а теперь в соседний столбик, точнее вокруг него я ввожу крючок. Вот таким образом. Обхватываю и выполняю столбик без накида. Работу разворачиваю. И теперь буду точно такие же полустолбики выполнять, только 8 штук. Подтягиваю бисеринки. Опять же напоминаю, мы находимся на изнаночной стороне работы. Бисеринки будут за работой. То есть я подтягиваю бисеринку, накид и провязываю. Вот таким образом. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Выполнили. Далее, как и ранее, помним, вот мой столбик без накида. Я ввожу крючок, захватываю 2 нити и выполняю еще один столбик без накида. Далее я выполняю 2 столбика с общей вершинкой. Накид, ввожу крючок в эту же вершинку, первый столбик с накидом незавершенный, второй и общая вершинка. Далее опять же я выполняю арочку из 5. 1, 2, 3, 4, 5 и работу разворачиваю. И давайте посмотрим. Вот у нас с вами уже раппорт в высоту готов. То есть мы выполнили с этой стороны арки и с этой. Итак, мы с вами будем выполнять на необходимую нам длину. Я начну выполнение с этой стороны. Выполнение арочек, да, с бисером. А дальше вы продолжите самостоятельно. Я выполнила арку. Напоминаю, вот моя арочка и вот первый столбик к этой арке. Я обхватываю его, ввожу крючок и выполняю столбик без накида. То есть мы с вами это уже все выполняли. С этой стороны я просто повторяю. Работу разворачивая. Мы с вами находимся на лицевой стороне, поэтому бисеринки у нас будут тоже перед работой. И я выполняю накид с бисеринкой и выполняем 6 полустолбиков и считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Помним, да? Вот 6-й наш полустолбик мы с вами выполнили. Далее я в вершинку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Вот таким образом. Видите, наша одна арочка готова. И сейчас повторим выполнение второй арочки. И мы повторяем с вами, как выполняли здесь. То есть выполняем арочку 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 из 7 воздушных. Далее, вот первый, да, столбик мы уже выполнили, вокруг него столбик без накида. Вот второй, вокруг него опять же ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Работу разворачиваю и теперь буду выполнять 8 полустолбиков. Наши полустолбики с бисером по лицевой стороне, бисер должен быть. И я выполняю первый полустолбик, немножко быстрее буду выполнять, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой полустолбик с бисером. Выполнили. Далее наша арочка, да, вот закрепленная столбиком без накида, я ввожу крючок в вершинку, захватываю 2 нити и выполняю столбик без накида. Далее накид, и в нашу вершинку, куда мы провязывали, я выполняю первый столбик с накидом незавершенный и второй, и общая вершинка. Видите, вот мы повторили с вами все точно так же, как и здесь. И далее будем продолжать выполнять наши арочки уже по другой стороне. Помним, да, ориентируемся, наша арка с бисером, и вот от нее первый столбик, потом второй, куда мы будем выполнять столбики без накида. Так мы с вами будем выполнять нашу 3D тесьму на необходимую нам длину. Мы с вами выполнили нашу потрясающую тесьму на необходимую нам длину, и я покажу, как завершить наш проект. После того, как мы выполнили столбик без накида, после наших полустолбиков с бисером, я в вершинку столбика выполняю просто столбик без накида. Вот таким образом. Все, мой проект завершен. Я выполняю воздушную ниточку, обрезаю. Скажу сразу, если вы планируете закреплять застежечку, то есть делать из этой тесьмы украшения, то ниточку оставляйте подлиннее, чтобы сразу пришить застежечку. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать потрясающий 3D проект с бисером. Так изнаночка смотрится, видите, хорошо видно, да? 3D вязание. Очень нежно. Можно использовать для декора буквально любого изделия. Вяжется быстро, но смотрится, вы видите, великолепно. И, конечно же, можно использовать буквально любую пряжу. Вот из темной пряжи. Видите, немножко другая форма бисера, но тоже бисер крупный, неровный. Очень нарядно смотрится, интересно, необычно. И, конечно же, вяжется одинаково, да, смотрится совершенно по-разному. Немножко другой цвет и совершенно по-разному смотрится наш красивый, интересный шнур или тесьма. Цвет пряжи другой и, естественно, бисер другой, да. Давайте изнаночку посмотрим. Бисер у нас только по лицевой стороне с вами идет, видно, да? И еще раз хочу сказать, что можно использовать в качестве украшения. Вот на ручку, да? Очень красиво,
нарядно получится. Можно декорировать любое изделие, я уже это не раз подчеркивала. Именно вот эти, именно тесьма с бисером великолепно подходит для декора. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать. Ну и, конечно же, в качестве украшения, допустим, на шею, на ручку. Это прекрасный вариант. Вяжется быстро. Обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, что у вас получилось. И отдельное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!